Приветствую вас на очередном 17 выпуске. И сегодня мы будем читать, опять же, Ральфа Блюма, книгу «Рун». И тема сегодняшнего выпуска «Зачем я родился?». Очень интересный вопрос, который, мне кажется, каждый человек задает себе. Ну, очень странно, если этот вопрос и не задают. Вопрос этот должен задать каждый человек. Зачем я родился? Какого смысла моего рождения? Для чего я пришел на эту землю? Очень интересный вопрос. В то же самое время у нас сегодня он не очень длинный. Поэтому, может быть, даже чуть-чуть захватим следующий или перенесем на следующий выпуск. Но мне кажется, что сегодня, если кто-то практикует расклад профиль судьбы, а вы помните, что в 16 выпуске мы говорили о профиле судьбы, который предлагает Ральф Блюм. А вчера мы говорили, какова натура, а сегодня зачем я родился. То есть второй вопрос, на который можно вытащить руну и, в общем-то, для себя выяснить или ответить, или хотя бы попытаться ответить на этот вопрос. Также я приглашаю тех, кто хочет изучить магию через руны. Здравствуйте, Павел. Хочет изучить магию через руны, то есть не сами руны. Если вы хотите изучить руны, то, наверное, мой курс вам не подойдет. Почему? Потому что руны вы можете изучить, даже прочитав книгу Ральфа Блюма. И дальше мы будем этими заниматься. В общем-то, у нас дальше будет руны, которые вытаскивал Ральф Блюм и трактовал. Естественно, я буду комментировать, потому что у нас чтение с комментарием. Также есть очень много литературы, которая знакомит с рунами. А если вы хотите войти в познание магии как науки, то есть изучать магию как науку, а не как манипуляцию и мистику, и разобраться в этом предмете хотя бы на том уровне, на котором открывается ясность и понимание самого себя, то, пожалуйста, курс основан на системе рунической магии. Через энергию рун, через активацию рун вы входите в познание магии. Ну, естественно, используются на курсе практики, магические практики, которые взяты из других традиций. Ну, очень много есть практик по Кастанеде, только импровизированных или приспособленных под саму систему. Этот курс не просто был разработан или высосан из пальца. Этот курс был пройден самим мной, отработан и выработана система. Поэтому приглашаю традиционно на курс рунической магии, где объединены две системы: руническая магия и биоэнергетика. Мы изучаем энергию рун через биоэнергетику. Вот где-то так. Ну а мы начинаем сегодняшний выпуск «Зачем я родился?». Чтение с комментариями. Алиса, привет. Смысл этого вопроса заключается в следующем. Компенсация каких из недостатков, с которым пришел я в этот мир, каких качеств, которых я лишен, даст мне возможность продолжать мое развитие согласно божественной воле. Я бы сказал не просто божественной воле, потому что здесь нужно понимать, что есть некая воля некого сознания, которое находится извне, да? То есть она диктует волю, о которой никто не знает. Я бы внес поправку вот относительно божественной воли. Божественная воля — это когда есть чья-то воля, и она нам понятна. То есть
и туда, делай то-то, делай это и так далее. Свод законов. Кстати, Библия не в учет, потому что в Библии там нету такого уж четкого свода законов, который действительно будет индивидуален, личностен. Там, скорее всего, коллективный такой свод законов. Выполняй этот свод законов, и ты получишь милость от Бога, о котором, собственно говоря, никто не знает, но все уповают. Я же, например, склоняюсь при исследовании рун не упование на богов или Бога или какого-то божества, а упование на самого себя как божественное начало. То есть мы, являясь частью божественного или частью абсолютного, частью космического или частью вселенского, и у нас есть определенные задачи, которые мы должны предопределить. То есть мы должны выполнить, вернее, получив определенный опыт. Естественно, что в силу условий вхождения в Мидгард, то есть на планету Земля, у нас перекрывается память, вернее, она сворачивается, обестачивается для того, чтобы нам не сгореть при вхождении, а войти гладко и спокойно, тем более в маленькое тело. И в процессе жизни, примерно до 21 года, ребенок разворачивает свои тела, наполняя энергией, тонкие тела, наполняя энергией свою информационную оболочку и может вспомнить, если его не отвлекают, если его не сбивают с пути. Но наступает такой момент, когда человек задает вопрос, зачем я родился? То есть какова миссия, какова цель? И здесь божественная воля относительно моей миссии, она очень туманна и, скорее всего, более религиозна и абстрактна. Поэтому я бы вот как прокомментировал бы, что божественная воля — это есть божественная воля внутри нас. То есть наше божество, наша часть абсолюта, которая находится внутри нас, заполнена, не только тело, но и тонкие тела, это нужно развить. Ну вот Ральф Блюм вот дальше описывает. Иными словами, какой мандат выписали мне небеса. То есть опять же, здесь человеческое недопонимание, что кто-то мне дает инструкцию, кто-то мне дает мандат, кто-то мне рассказывает, как мне надо жить, что мне делать, куда идти, как поступать. Вот этот вот момент как раз ошибочен. Вот почему многие, ища волю Божию, попадают в капкан религии, да? Или ища Бога вовне, не замечая Бога внутри себя, и теряются на этих просторах. И вопрос, зачем я родился, он как бы отметается назад, и он не задается до определенного момента. Моменты, как правило, не совсем приятного в жизни человека, потому что когда возникают неприятные ситуации, и наступает такой вот момент апатии к этой жизни, да, то есть задаешь вопрос, зачем я родился? Вот так вот у меня в жизни было или еще что-то? Вот только так. Поэтому задавать этот вопрос, зачем я родился, нужно не Богу, не соседу, не гуру, не учителю, а самому себе. В первую очередь самому себе. Себя спросить, стать перед зеркалом для лучшей визуализации, ткнуть пальцем в зеркало и сказать, зачем ты родился? Зачем я родился? Для чего я родился? Почему я родился? Какова моя миссия? Поэтому можно сказать, что в раскладе профиль судьба «Зачем я родился» — это один из ключевых или переломных вопросов, который, в общем-то, должен заставить не просто искать, не просто понимать, не просто добиться ответа от самого себя, а этот ответ просто прорабатывается.
Потому что зачем я родился, нету такого однозначного ответа, чтобы там стать доктором или стать там э, писателем или художником. Это, опять же, это не есть там у тебя предназначение или ты там способен к чему-то. А зачем я родился? Это для того, чтобы ответить, какова моя миссия на Земле, да, для чего я должен жить, что я должен познать из этого. Вот в чем вопрос. И на этот вопрос можете ответить только вы сами, как бы это ни звучало. Потому что как же вот мы задали вопрос, и что дальше? А дальше вы получаете ответы. Вопрос в том, что насколько вы эти ответы готовы услышать. Потому что нас могут ответы эти не удовлетворять. Вот поэтому и кажется, что какие у нас есть недостатки, чего я лишен, что мне даст возможность развиваться. Эти все вопросы, согласно какой-то воле или мандату, эти все вопросы, они зависают, ответы, вопрос, который адресован вовне, он зависает без ответа. Когда вы задаете себе, то вы внутри себя и находите ответ. То ли через сны, то ли через примеры, то ли вам попадется какая-то книжка, то ли вы прослушаете видео. Например, может быть, кто-то, просматривая это видео, получит ответ на свой вопрос. То есть где-то щелкнет, какой-то ключик сработает на понимание. Задавая этот вопрос, вы готовитесь выяснить для себя, что недостает вашему характеру. Понимаете, характер формируется в силу множественных причин. Воспитание социума, семьи, рода, наследственности, определенного понимания или вхождения духа, который корректирует характер для лучшего выполнения своего предназначения. Поэтому характер, в нем нет недостатка или избытка чего-то. То есть вот у меня в характере есть что-то плохое, от него надо избавиться. Или у меня в характере не хватает там еще чего-то. То есть вы можете назвать свои какие-то вещи. Достаток, недостаток. Я так сегодня критикую Блюма. Это не критика, это просто вот мой комментарий, мое видение. Да. Характер нужен человеку в том виде и в том формировании, которое он есть. И в нем нету недостатков или каких-то достоинств. Характер – это определенный механизм продвижения по жизни. Потому что кому-то нужно, получив определенную совокупность характера многими факторами, ему нужно получить определенный опыт из этого воплощения. Поэтому у него формируется определенный такой характер. А у кого-то характер иной. И опять же не буду сейчас перечислять, чтобы не впасть в какой-то степени в психологические рассуждения, потому что это не совсем корректно делать какие-то структурные или классификации, знаете, делить человека на какие-то классы психологические. Каждый человек индивидуальность, каждый человек личность, или, как говорил Кроули, каждый человек звезда, да, то есть яркая звезда, индивидуальность, отдельная планета. Поэтому характер не нужно менять. То есть что недостает характеру? Тут скорее я бы перевел немножко по-другому. Что в нашем характере подавляется, или что мы в нашем характере не проявляем достаточно, да? То есть не проявляем характер в своей жизни. Или что мы подавляем, не проявляя в своем характере. Или такой момент, на что мы смотрим как отражение. То есть мы смотрим на других и мечтаем иметь тот же самый характер, как у другого человека, да? Характеристика поведения, понимания, логики.
Вот здесь вот другое дело, то есть недостает, глядя на кого-то или глядя на себя, мы можем формировать, укреплять ту данность, которая у нас есть, отметая ложное, отметая наносное и формируя стержень личности. Вот если в этом контексте недостает вашему характеру, что должны вы здесь обрести, то да, терпение ли. Ну, знаете, опять же, терпение я не считаю, например, чертой характера. Я не считаю чертой характера. Это, скорее всего, естество. Это естество. Понимаете? И рассуждать, как терпение – это часть характера, ну вот не могу согласиться. Лично, это мое личное мнение. Это естество человека. Это его способность. Она нарабатывается, скорее всего. Но не черта характера. Говорят, есть терпило. Нет, его в жизни так привели его к тому, что он вынужден что-то претерпевать и чему-то научился. Это, скорее всего, мудрость владеть этой характеристикой, ну, если так можно сказать. Мужество ли? Мужество тоже не является характером человека. Потому что мужественность, она имеет, знаете, вот терпение и мужественность, они всегда дают социальный эталон, социальную мерку. В чем социальная мерка? Тебя измеряют, насколько ты терпелив. То есть вот есть какая-то мерка терпения, сверхтерпения или нетерпения, то есть она отмечается, уровень терпимости. Говорят, терпимость в обществе или слово толерантность. Понимаете? Это не черта характера, это просто мерка, под которую подгоняется социальный человек. А социальный — это не личный человек, не личность. Личность, она всегда не измеряется мерилом, ее нельзя померить. Потому что в каких-то случаях можно измерить это терпение своим меркой, где-то потерпеть, а где-то не терпеть, например, ту же самую ложь. Мужество точно так же. Предел мужества. Вот он мужественный. Может быть, он просто более популярен и сложился имидж мужества. Мы не знаем до конца личность человека. Поэтому, скорее всего, характер — это не определенное качество, по которому можно измерить, а характер — это личность человека, индивидуальность человека. Вот это и есть план характера. И здесь совершенно другие характеристики личности идут. Вот это в моем понимании характер. А все остальное — это мир. Ну, мужество ли перед лицом несчастья? Ну, опять же, все зависит от личности и от определенных убеждений. Силу ли воли? Точно так же. Точно так же. Это все мерило. Это все мерило. Потому что сила и воля — это вообще разные понятия. Опять же, если мы будем рассуждать магически. Или какой недостаточно развитый аспект вашего «я» нуждается в развитии. То есть «я» маленькое, то есть «я» человеческое, да? Вот. Мне кажется, что здесь опять же есть такое, знаете как, перепутанные моменты. Когда человек ставит, вот даже есть пословица: в здоровом теле здоровый дух. Я эту пословицу перефразировал: в здоровом духе здоровое тело. Маленькое «я», то есть телесное, плотское «я», да? Тело наше. Вот «я» и все с этим связано, вся жизнь этого «я». Она должна руководствоваться духом. Дух должен диктовать телу, как выстраивать свою жизнь. Зачастую тело пытается выстраивать духу, как ему жить. Как бы перепутано. Дело в том, что инструмент на это воплощение как тело нам дан временно. То есть тело — это инструмент. Ну, я сравню это как механизм, биомеханизм.
биомеханика такая вот. Понимаете? И что управляет? Биомеханика, искусственный интеллект в черепушке жизнью, или управляет дух этим инструментом? Это, знаете, это все равно, что, например, человек управляет там, экскаватором, да, например, вот, или экскаватор управляет человеком. Ну, то есть, можете себе представить, экскаватор управляет человеком. Ну, это вот современная фантастика по принципу трансформеров. Они сейчас популярны, эти фильмы. Вот примерно так. На самом деле инструментом тела управляет человек. И поэтому или какой недостаточно развит аспект вашего «я» нуждается в развитии. Если мы рассматриваем это с позиции духа, а не с позиции пойти в тренажерный зал, накачать мысли или начитаться, чтобы словарный запас был хороший, чтобы можно было что-то писать или удивлять девушек, ну, начитанностью. Хотя, наверное, скорее всего, современных девушек в большинстве начитанностью не удивишь. Удивишь толщиной казначейских билетов. Иначе говоря, вы готовитесь выяснить, обретение каких качеств облегчит вам задачу продвижения по жизни идеальным курсом. Вот корень сути вопроса. Зачем я родился? Обретение каких качеств, способов в развитии облегчит вам задачу продвижения самой жизни, да, по жизни идеальным курсом. То есть без препятствий, без каких-либо проблем. Опять же, препятствия и проблемы, они не возникают просто так. Мы порой создаем их сами. Вот научиться не преодолевать эти препятствия, а нужно научиться не создавать эти препятствия. Вот большинство учит, как преодолевать препятствия, используя магические техники. А я на своем курсе, как бы это ни звучало нескромно, даю механизмы, чтобы эти препятствия не создавать, не делать. А вот как вы этими инструментами воспользуетесь, это уже ваше видение. Давайте поговорим о толковании. Толкование, пример толкования. Савелу, ну я называю эту руну Савилью, это необратимая руна, то есть она, как ее не перевернешь, она не... Разве если в зеркальном виде она меняет немножко форму. Руна целостности символизирует то, что требует наша натура. Я эту руну ассоциирую с энергией. Это руна энергии. И я сейчас прокомментирую. Я хочу просто прочитать Блюма, а потом прокомментировать. Руна целостности символизирует то, что требует наша натура. Одним из отличительных признаков воина духа является безупречность. Здесь он у Кастанеды своровал воин духа. Может, Кастанеда у него, не знаю. Жить безупречно означает непрестанно прилагать усилия к тому, чтобы поступать так, как следует поступать. Вот я здесь остановлюсь. Жить безупречно означает непрестанно прилагать усилия к тому, чтобы поступать так, как следует поступать. Мне здесь не нравится слово «прилагать усилия». Оно предполагает, что нужно постоянно напрягаться, чтобы прилагать усилия, чтобы поступать, как следует поступать. Следует кому? Для кого? Зачем? Здесь вот очень много вопросов. Я выскажу свою позицию. Безупречно – это изначально без упрека.
Это не в том плане, что нас никто не упрекает, да? То есть мы так живем, что нас никто не упрекает, все хвалят, да? Нету упреков. Нет. Безупречно — это когда ты сам себя не упрекаешь ни в чем. То, что ты делаешь, ты себя ни в чем не упрекаешь. Поэтому жить безупречно это означает не прилагать усилия, а это означает перестать себя упрекать за то, что ты живешь. То есть ты родился, тебе не рассказали, как тебе жить, для того, чтобы выполнить свою задачу воплощения. Тебе говорят, иди и вспоминай, при этом отключили память. Да? Тебя натыкали с самого детства всяких установок правил. Тебе рассказали, что такое хорошо и что такое плохо. И дальше тебе говорят, живи. Главное, чтобы мы тебя ни в чем не упрекнули. Так вот, задача заключается в том, чтобы понять, что мы родились сюда для определенного опыта, личного опыта. И когда мы познаем свою истинную волю, которую не есть воля Бога, не есть воля пастыря, не есть воля какого-то гуру или крутого мага, или там еще кого-то, кто-то вам навязывает. А воля есть ваша воля. Это то, в чем вы хотите развиваться. И это очень сложно понять, потому что тут же мне апеллируют обычно в таких ситуациях, ну а как же вот там человек убил другого человека, вот он, это его вирт, это его опыт. Как бы это в голове не укладывалось, но он сделал это, его опыт. Он должен это пережить варево, раскаивается он, не раскаивается. Естественно, его там посадят в тюрьму, ограничат. Есть определенные законы относительно убийства, да? Только почему-то человек человека, а вот убийство животного или еще чего-то, тут все нормально. Но опять же, это как мы смотрим. Если мы смотрим с позиции такой вот, знаете, предвзятой, однобокой, это называется не безупречно. Безупречно — это когда ты не упрекаешь себя и не упрекаешь никого за его действия. То есть говоришь, такова судьба, таков вирт, таков путь этого человека. Я его не упрекаю. Почему ты его не упрекаешь? Он же совершил там мерзкое злодеяние. А потому что я не упрекаю себя. Ну как же это должно возмущать? Это же должно... Подожди, как это может изменить жизнь этого человека, мое возмущение? Как изменит мою жизнь, мое возмущение? Изменить жизнь человека, который совершил преступление, приступил закон, может только осознание, силу наказания, которое ему дано, понимание. Если он не понимает, то до лампочки-то наказание он будет рецидивистом, пока его не убьют. А мне какой вывод может сделать? Не делай так, чтобы тебя не наказали. Не делай, не приступай определенные законы. Это и есть, знаете, я так ушел в сторону, но это и есть элемент безупречности. Вот это осмысление безупречности, оно дает возможность жить, не прилагая усилия. То есть усилий не надо прилагать к контролю, чтобы поступать как следует поступать. Ты поступаешь так, как ты считаешь нужным, мудро, рассудительно, и ни в чем себя не упрекаешь. Не упрекай себя. Потому что мы живем здесь для того, чтобы получить опыт. Хорошо, если мы, допустим, достигли какого-то определенного возраста и поняли, как это, как правильно, да. Вот. А бывает и всю жизнь не можем понять. Поэтому использовать нужно каждый шанс. Как бы это банально ни звучало, для того, чтобы жить безупречно. Чтобы добиться этой цели, от вас требуется встретить лицом к лицу, победить ваш собственный отказ, позволить правильному действию совершаться через вас. Опять правильному действию.
Какое правильное действие? Относительно какой мерки правильное действие? В чем правильно? Если правильно относительно внешнего, то это опять же не точно. Правила внутри нас. Эти правила мы устанавливаем в силу нашей мудрости и развития. Интересно, характер тоже из воплощения в воплощение учитывается его развитие, но одно и то же наше «я». Здесь сложно сказать на характер. Есть определенный стержень характера. В силу характера — это характеристика, давайте вот так понимать. Это характеристика определенного поведения или сознания, или, как я говорил, это характеристика личности. Как эта характеристика может быть совершена внешними? Эту характеристику должен делать человек сам для себя. И это показывает его характер, в общем-то. То есть стержень. Но есть к этому характеру еще прилепляются другие элементы. Воспитание, закладки, мемы, страхи, установки и так далее и тому подобное. Потому что, обратите внимание, человек, например, попадает в религиозное рабство. Ну, я называю религию это рабство, да? Рабство сознания. И он живет по определенным канонам. Как проявляется его характер? Торный, склочный характер. Он его подавляет. Он совершает над собой колоссальное насилие. В силу того, что канонами религии сказано, что это нехорошо, это плохо, это нужно пресекать, это не является для тебя благом. Но это же определенная часть характера. Вот в чем дело. И человек пытается контролировать, пытается сдерживаться, он живет в напряжении, а в конечном итоге он заболевает из-за этого и умирает от того же рака. Например, да? Если же человек живет безупречно и понимает свой характер, а именно через понимание появляется контроль, то есть тебе не надо сдерживаться, а ты знаешь свой характер, например, склочный или то, что тебя может возмутить, то ты можешь просто, исследуя этот мир и понимая себя, использовать это во благо. То есть если для тебя непримирима ложь, и ты можешь просто-напросто возмутиться, даже сказать человеку резкие слова за его ложь, да, то есть вот это в твоей сути находится, то это нормально, не нужно сдерживаться. Понимаете? Потому что так получается, что в ту же самую религию вошло все это непроработанное, неосмысленное, например. Да? И получается, что лицемерие и ложь царствуют там, несмотря на все каноны. Притом первые, кто лицемерит, это священники, которые, собственно говоря, призваны служить, быть посредниками, наставлять людей, быть честными. Поэтому где правда? В каких мерках? В канонах, в догмах или в пастырском наставлении? Нет. Честь, совесть и понимание своего характера находятся внутри нас. Поэтому стержень нарабатывается из воплощения в воплощение, да? А убеждение и все остальное наносное, оно дополняет, как бы, усиливает характер. Потому что если для целостной натуры, для стержня личности есть вещи, которые неприемлемы, то ему и не прилепится все наносное из не приходящее. Поэтому многие подростки восстают против родителей, поэтому некоторые родители отказываются от детей, некоторые люди идут путем преступления, а некоторые идут светом любви и добра. То, что не достает его целостной натуре, то он и добирает, якобы, хотя бы уже в этом не врите себе,
якобы для того, чтобы помочь людям. Нет, вы помогаете себе. То, что вам не достает, вы ищете в других. А это принцип сеяния. Что ты сеешь, то ты и получаешь. Именно то, что тебе не достает. Вот в двух словах. Вообще это тема отдельная и множественная. Самое главное, знаете как, во всем этом убрать все то, что наносное, лишнее. Увидеть вот эту оголенную целостность, увидеть оголенность своей личности. Это самое главное. И истинная магия, как наука, она и учит это. Узнать себя оголенным, целостным. Сказать себе правду. Не искать эту правду в других, а искать эту правду в себе. Чтобы добиться этой цели, от вас потребуется встретиться лицом к лицу, победить ваш собственный отказ, позволить правильному действию совершаться через вас. Правильному действию. Вот. Опять же, большой вопрос. Задача воина духа стремится к достижению целостности. Здесь я согласен. Собирать воедино те аспекты своего «я», множественного «я», это важно, который нуждается в объединении. Эта руна также обращает ваше внимание на умение отступить, несмотря на то, что вы еще сильны. Своевременно отступив, позвольте свету проникнуть в каждый уголок вашего существа, в котором прежде таилась тьма. Эта тьма – результат отсутствия нужных качеств и отказ от продолжения действия. Есть та темница, в которой пребывает разъединенное эго. Своевременное и правильное действие приведет вас к принятию себя, самоисцелению и обретению целостности. Тьма – это неизвестность. Свет – это то, что известно. И эти два банальных момента, они определяют, в общем-то, знание. Поэтому то, что у нас тьма, это то, что в нас неизвестно. И наша задача эту тьму развеять. Но чем больше мы развеем тьму, тем больше мы узнаем в себе тайного. Тайное – это неизвестно. Вот руна Савилью как энергия, она наполняет нас достаточной энергией для того, чтобы мы совершали те открытия самого себя, той темноты, которая нам необходима. Поэтому темница нашей души – это затемненные части или обратная сторона Луны, будем говорить, нашей жизни, которую мы не знаем сами. То есть мы до конца не знаем, почему у нас есть те или иные влечения, те или иные страхи, те или иные проявления в жизни, слабости или сильности, или еще какие-то моменты, которые мы перекидываем. Да, это характер такой. Нет, это не знание, не понимание. Вот изучение себя – это самое главное, собрать себя целым, то есть из кусочков. Собрать весь тот опыт, который накопился. А он в нас есть, его очень легко вспомнить. Для этого нужно, опять же, активировать энергии. И руны, между прочим, для этого уникальный инструмент, который обладает определенной энергетикой, способный насытить энергией те области, да, подать энергию в те области, где этого света нет. Понимаете? Не нужно искать ответы там в белой или черной магии. Это все мишура, это все определенный обман и самообман. А искать нужно внутри себя, освещать свои вопросы, задавать себе вопросы. И вытаскивая руну, мы в следующей встрече мы поговорим, каково мое призвание, но это тоже очень интересный момент. И завтра в 18:00 мы встречаемся и продолжим чтение комментариями. Но относительно сегодняшнего я скажу, что руна Савилью – это та энергия, которая нам не достает задать вопрос
зачем я родился. Более того, эта же энергия способна открыть в нас те тайны или ту темноту, которая, в общем-то, и скрывала от нас вопрос, который в нас внутри уже давным-давно есть. Просто, видимо, раз вы смотрите это видео, то и рассуждения эти, то, наверное, настал момент задать себе вопрос, зачем я родился? Зачем я родился? Настал момент задать этот вопрос. Случайностей не бывает. Как всегда, я признателен всем, кто был со мной. Я благодарен тем, кто был сегодня на встрече в прямом эфире, или кто смотрел, не участвуя в обсуждении. Это ваше право. Я приглашаю вас подписаться на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Нажать на колокольчик, чтобы получать все уведомления и не пропустить следующую встречу в 18:00. Мы будем говорить о вопросе, каково мое предназначение. Всех благ вам, всего доброго. Хочет на обучение в описании ссылочка. Ссылки и что нужно делать. Читайте в описании. Всего доброго. Пока-пока.